Дорогие зрители, рады приветствовать вас в программе о Иерапорте, которая рассказывает о международной, глобальной, медийной, миссионерской деятельности ИРТВ. Каждая программа посвящена определенной области, где ведет работу ИРТВ. Сегодня речь пойдет о России, откуда и берет свое начало вся наша деятельность. Поговорим о религиозной ситуации. У нас в студии гости из России, которым есть что рассказать о свободе совести в этой стране, о том, как ситуация изменилась в последнее время. Итак, гости в студии. Епископ Альберт Раткин, Пятидесятническая церковь в Калуге. Город находится в паре сотен километров от Москвы. Второй гость – Павел Абашин, епископ Орловской области. Город Орел находится примерно в 350 километров от Москвы. Рады вас видеть. Настоящая война объявлена церквам, у которых есть молитвенные дома. В мае 2018 года по решению суда был закрыт молитвенный дом Церкви Божьего Воскресения города Орла, где я являюсь пастором церкви. Наш молитвенный дом – это новое строение, готовое к эксплуатации. Но суд принял сторону прокуратуры. 26 ноября 2019 года суд принял решение о запрете на эксплуатацию храма Церкви Посольства Иисуса в Нижнем Новгороде, где пастором является Павел Рындич. Прокуратура города Калуги требует закрыть Центральный собор, храм Христа Спасителя в Калуге, нашу церковь, и разрушить его до момента, когда мы купили его с аукциона у правительства Калужской области с готовностью 83%. Вот такова реальность сегодняшних дней. Вы знаете, сколько церквей уже закрыто. Сегодня мы на очередь. Это было ваше обращение в интернете, на которое мы среагировали. И я хочу спросить епископа Альберта Раткина, что же сейчас происходит в Калуге? Прокуратура города требует закрыть храм и разрушить его до состояния 2000 года, когда мы купили его. У нас большой храм, почти 2000 квадратных метров уже. Вот, работа ведется, много всего. Ну, вот такое решение. Кстати говоря, мы уже почти 20 лет в судебных процессах. Но мы не сдаемся. Мы используем все возможности, данные законом. Еще раз подчеркну, мы стоим на законных основаниях и делаем все возможное, чтобы церковь была. Расскажите, пожалуйста, подробнее о следующем. К нам поступила информация, что калужский губернатор угрожал отнять церковное здание. А что происходило после того? Значит, Максим Леонидович, займитесь, пожалуйста, вот там два управления ваши, я, чтобы каждому из них не давать указания, значит, там вот это наша церковь, не наша, а церковь, значит, которая там светская какая-то. Значит, ищите способы изъятия этого земельного участка. Любые. Хотите, значит, если вы подготовите совещание, когда уже можно будет и мне принять участие, давайте с моим участием. Приглашайте, кто там нужен. Пахно давайте приглашайте. Значит, он тоже там влияние какое-то имеет. Он же тоже бывший, как говорится, кандидат в вице-губернатора. Должен совесть иметь. Красиво рассказывал в предвыборной кампании. Пусть поступится. Значит, немедленно. Вот 2 недели на проработку этого вопроса. Значит, в протокол запишите за Акимовым. Благодарю вас за то, что опубликовали это видео, стало известно всему миру. Это была планерка у губернатора, где он дает поручение. Вдруг ни с того ни с сего посредине вот всей планерки он вспоминает про нашу церковь, говорит, какая-то наша, не наша, шведская, американская, и дает поручение всеми способами, не говорит законными, забрать здание. Подключает там комитет. После этого начались все различные проверки. До этого было много всего. Потом опять затишье было. Потом судебные процессы возобновились с нами, против нас. Но проверки не оставляют нас вот после этого. Все стараются исполнить волю губернатора. Но надо сказать, что губернатора нашего сейчас забрали на повышение. Месяц назад почти уже Анатолий Дмитриевич Артамонов, наш губернатор, ушел в Совет Федерации. И у нас сейчас есть новый временно исполняющий губернатора. Вот такая ситуация сейчас. Но мы ждем суда 17 числа, что будет. Закроют нас или нет. Об этих событиях в финских СМИ не упоминалось ни разу. А как долго длятся ваши тяжбы?
20 лет в этом году будет. 20 лет, как мы купили это здание. Вся проблема началась, когда пришли шведские инвесторы и начали строить торгово-развлекательный комплекс вокруг нас. И нас надо было убрать любыми путями. Но до сих пор мы там, в центре всего. Люди видят, люди знают. Мы много делаем для города, для области, для детских домов. Мы стараемся трудиться и выполнять то, к чему мы призваны. Нести Христа в этот мир. Хотелось бы вот о чем спросить. Когда церковь переживает подобные притеснения, ограничения свободы вероисповедания, вплоть до вывода из эксплуатации церковных зданий, а как же реагируют российские СМИ? Обращают ли внимание или просто молчат? Ну, со стороны СМИ, вот то, что касается калужских и немножко каких-то таких федеральных СМИ, в основном один негатив. Если зайдете в интернет, на меня найдете кучу информации всякой. Столько грязи льют всего. Что только не придумывали. Последние уже придумали к нашей церкви чуть ли не торговлю оружием, наркотиками. Сюжет был на областном телевидении, сделали опять. И много всего делают против. Ну, мы никому никак не отвечаем, не отчаиваемся. Все равно делаем свое дело, свою работу. Это бесспорно вызывает уважение. Спасибо, епископ Раткин. Переключимся на другого епископа. Мы рады общаться с Павлом Абашиным. Он записал видеообращение для Ютуба относительно ситуации в Орловской области. Для начала мне хотелось бы узнать. В этом обращении говорится, что здание церкви было опечатано. Поясните, пожалуйста, что это значит? Ну, у нас ситуация аналогичная, примерно та же самая, как и в Калуге. Они немного раньше вступили в эту борьбу. У нас получилось немного позже. Но мы тоже уже с 2005 года находимся в судебном процессе. Мы судимся. С определенной периодичностью у нас были выигрышные дела. Мы оформили нашу землю, оформили ее под религиозное назначение, оформили здание под молитвенный дом. Но в 2016 году вышел закон Яровой. И после этого закона, у меня такое впечатление, что спецслужбы просто активизировались, и как будто бы они получили возможность, им были развязаны руки для того, чтобы действовать против наших протестантских церквей. И я вижу, что на протестантскую церковь в России, не только на нашу, совершена просто атака. И, на мой взгляд, выбраны были определенные регионы, чтобы прощупать, как отреагирует общество, как отреагируют люди. И меня вызвали в ФСБ, поговорили со мной, побеседовали, предложили мне сотрудничество, на что я ответил, что я не обладаю никакой государственной тайной, я не знаю вообще предмет нашего сотрудничества, на какой предмет мы можем вообще с вами сотрудничать. Но по большому счету я им отказал в общении в таком дальнейшем. На что мне сказали, теперь, Павел Сергеевич, мы с вами не смогли договориться, теперь ждите от нас проблемы. И проблемы пришли. Стали приходить разные комиссии. Были сделаны предписания, которые мы быстро выполнили. Там они были абсолютно незначительными. И в конечном итоге судом в мае месяце 2018 года наша церковь была опечатана. Я уверен, теперь зрители задались вопросом, что же это за предложение от ФСБ? Почему они вышли на контакт и предложили сотрудничество? И что было бы, если бы вы согласились? На мой взгляд, эти молодые люди, которые подготовлены сегодня, чтобы работать с религиозными организациями, на мой взгляд, на их глазах одеты шоры. Они не понимают вообще, о чем их говорят. Они считают, что если я съездил однажды за границу, то меня завербовала ЦРУ. Да, очень важно знать об этом здесь, на Западе. С 2005 года продолжаются гонения, у вас были суды. А как это повлияло на деятельность церкви? 15 лет борьбы с чиновниками. Как же это отразилось на жизни общины? Мы, в общем-то, активная достаточно церковь в городе Орле, и стараемся исполнять предназначение, которое нам дал Господь, свидетельствовать людям о Христе, и мы стараемся это делать. Но, тем не менее, на сегодняшний день это очень сложно. Это пожирает практически весь бюджет церкви. Это адвокаты, это съем новых помещений, где мы сегодня собираемся.
Вот. Это по-прежнему нужно обслужить то здание, которое стоит и не эксплуатируется. Его надо топить в зимний период и так далее, и так далее. Это сложно. Это практически скушало весь бюджет церкви. Мы даже были вынуждены уволить весь наш состав, включая всех пасторов и меня в том числе. И снова вопрос, как реагируют СМИ в России? Поднимают ли эти вопросы в информационных программах? Беззаконие в отношении Орловской церкви, нарушение свободы вероисповедания или игнорируют? Наоборот, старались где-то встать больше на сторону властей и на сторону тех, кто сегодня, будем говорить, делает атаку на церковь. СМИ сегодня, на мой взгляд, полностью подконтрольны власти. Это мое мнение. Спасибо вам обоим, друзья, за эту информацию. Она помогает нам на Западе лучше понять, что переживают христиане России, как там вообще дела со свободой религии. А как вы прокомментируете, и тут я спрашиваю обоих, закон Яровой, который вступил в силу в 2017 году? Как это изменило ситуацию со свободой совести и вероисповедания вот в ваших церквях и в широком смысле во всей России? Мы на себе, наша церковь, мы ощутили действие закона сразу же. У нас возбудили сразу же первое дело против нашей церкви. И я помню вечер, мне звонит из полиции, нам срочно надо встретиться. Вот, приехал он, говорит, это стажер, но я понял, что это сотрудник ФСБ. Поздно вечером ко мне домой, с материалами дела, были разыскные мероприятия против вас. Все, что было в интернете, ребята, молодежь выставили не приглашение, а информацию. У нас состоится молодежная конференция в Калуге, в Церкви Слова Жизни. И вот за это возбудили дело, довели до суда, но в суде дело рассыпалось, потому что оно было вот такое. Но две церкви параллельно, 3 дела возбудили в Калуге, 2 оштрафовали. А в прошлом году у нас вообще случай произошел такой интересный. Тоже молодежь, подростки, ребята вот такие вот, с 12 лет и чуть старше, решили, говорит, пастор, мы хотим на улицу пойти узнать у людей, что люди думают о Пасхе. Нарисовали, сделали большое такое яйцо из пенопласта, наклеили туда лист бумаги и подходили к людям, поехали в парк, где люди гуляют с детьми, начали спрашивать, что вы думаете о Пасхе? Суббота, перед Пасхой. Сразу кто-то позвонил, вызвали в полицию. Они там и полчаса не пробыли, их забрали всех, и детей наших, и подростков. Я говорю, люди, что происходит? Перед Пасхой. Дети спрашивают вас, что вы думаете о Пасхе? И вы их сразу раз и в кутузку. Но дети так ободрились. Родители, конечно, приехали забирать их из полиции. Вот, но все ободрились, все почувствовали себя такими героями веры. Знаете, вот это их переживание, это их хождение с Богом. И вот такова реальность. Это не только в Калуге, не только в Орле. Это все больше и больше по всей стране сейчас. Наши юристы из Славянского правового центра говорят, что вот по состоянию на 2019 год уже более 800, около 1000 уже процессов, дел уголовных, административных. Это только вот по закону Яровой против протестантов. Я думаю, что это повлияло очень сильно на нашу церковь. Прямо в тот день, как был подписан президентом этот закон, вот, у нас был лагерь. Этот лагерь молодежный пришли и тут же его закрыли. Вот. Что мне хочется еще сказать? Я думаю, что он очень сильно повлиял также и на судебные процессы. Потому что мне кажется, что судебные процессы сегодня идут просто под диктовку. Вот, судьям развязаны руки, и судьи не берут во внимание абсолютно никакие здравомыслящие законные аргументы. Они их не берут во внимание. Казалось бы, что, все доказано, нужно реально вынести правильный приговор или правильное решение суда. Но, тем не менее, вопреки всему, он выносится в угоду спецслужб, как я понимаю, и в угоду заказчиков. Потому что я знаю точно сегодня, что эти суды идут по заказу. И этот закон Яровой, мне кажется, развязал руки для всех вот таких беззаконных вещей против нас, против сегодня протестантской церкви в том числе. Я хотел бы добавить еще, вот у нас несколько лет назад тоже был большой праздник в церкви, приехали гости. И подослали 2 ребят молодых, они снимали тайно, на диктофон записывали, тоже ФСБ все было. Мы выходим после церкви, вечер уже, и всех арестовывают, американцев моих. Нас везут в полицию, всю ночь сидим, допрашивают. Вина одного была, он вообще приболел, мой друг, сидел далеко там, и вот эти ребята, стукачи, как мы говорим, написали там заявление, что сидел, активно махал головой, соглашался. Вся вина была. Вы, как руководители церквей, чего ожидаете от христиан Финляндии? Каким образом они могут вам помочь? Мы хотим огласки.
Мы хотим, чтобы это знали люди. Вот, потому что все-таки я хочу, чтобы мои дети жили в свободной стране. Я прошел в своей жизни через репрессии, я знаю, что это такое. Вот, я знаю, что такое быть в подпольной церкви. Вот, и поэтому мне хотелось бы, чтобы в моей стране мои дети могли свободно исповедовать свою религию. Я бы хотел, чтобы финские верующие нас поддерживали. Где можно, рассказали. Спасибо вам большое, что вы нас позвали. Спасибо большое, что нас выслушали. Для нас это очень ценно, как для верующих России. Вот что делает наша власть сегодня? Чтобы все было тихо, чтобы никто не знал. Поэтому мы здесь сегодня. Мы хотим рассказать, что не все так просто. Не все так плохо, но и не все так хорошо сегодня в России. Много разных процессов запущены, много чего происходит. Но мы хотим, чтобы люди знали реальную ситуацию, реальную картину, что происходит в нашей стране, в том числе в отношении протестантов России. И мы знаем, как начиналась перестройка. Вот, когда была встреча в Рейкьявике Горбачева и Рейгана, и они заключали договор там, о сокращению ракет средней дальности, вот, то Рейган сказал такой момент, что договор не может быть подписан, доколе не будут отпущены все узники совести и все политзаключенные в Советском Союзе. На что Горбачев сказал, у нас уже все выпущены. И ему был предоставлен список этих политзаключенных и список узников совести. Он позвонил в Советский Союз сразу министру внутренних дел и спросил, на самом деле ли это правда, что сидят эти люди в тюрьмах. Ему сказали, да, еще сидят. Он сказал, сегодня же отпустить этих людей. И вышли на свободу все наши братья, все узники совести. Вот. Там были и православные, там были даже и мусульмане. Ну, все, кто был осужден как политзаключенные и как узники совести, они все вышли. К сожалению, у нас сегодня в стране тоже есть узники совести. И сегодня эти люди сидят в нашей стране. Мне стыдно за свою страну. Мне стыдно. Я люблю свою страну, я патриот своей родины, но мне стыдно за свою страну. Очень важно рассказывать о положении дел в западных СМИ, в частности здесь, в Финляндии. У нас работает свобода вероисповедания, но за нее нужно бороться. Спасибо, что посетили нашу программу. Со стороны РРТВ можете заручиться нашей поддержкой в защиту свободы религии в России. Суд отказал прокурору и прокуратуре города Калуги в фактическом сносе зданий. В этой части им отказали. А во второй части оставили в силе, то есть запретить эксплуатацию храма. Мы не знаем, по какой причине. Пока нет документов. Это будет в течение, наверное, нескольких недель будет готово. Потому что прокуратура требовала запретить эксплуатацию до приведения в разрушение, до того момента, как купили недострой.